Привет, армия. Тэхён и Чингук проводят время вместе по-особенному. Каждый раз, когда они куда-то идут, они делают это сначала как пара, только вдвоем, как будто хотят сохранить этот момент только для себя двоих, прежде чем привлекать кого-либо еще. Как будто каждая вылазка, каждая поездка и каждый прием пищи в новом ресторане изначально были предназначены для того, чтобы наслаждаться ими вместе без помех. Со временем многие заметили эту закономерность. Сначала Тэхён и Чингук, затем другие участники группы появляются в том же месте дни или недели спустя. Странно не только совпадение места, но всегда есть какая-то деталь, подтверждающая, что эти двое были там заранее. Просочившиеся фотографии от фанатов или даже публикации, которые, хотя и не говорят об этом напрямую, дают понять, что они разделяют этот момент как пара. Очень яркий пример этого, когда их двоих замечают в известном ресторане. Там нет ни персонала, ни членов съемочной группы, только они вдвоем, тихо едят, как будто это было частное свидание, никого вокруг, ясно, что это пространство зарезервировано исключительно для них, как будто они хотят насладиться моментом без внешних отвлекающих факторов. Некоторое время спустя они взяли Чимина в то же самое место. Фотографии, видео и посты всплыли, что позволило нам подтвердить, что место, которое они посетили с Чимином, ранее посещали Тэхён и Чингук вдвоем. Это был не единичный случай. Если вы обратите внимание, то поймите, что они делают это часто. Сначала они посещают место, наслаждаются им как пара, а затем делятся им со своими друзьями. Больше похоже, что Тэхён и Чингук создают воспоминания вместе, и, пережив их вместе, они открывают их другим, как будто они сначала испытали это место интимно, как особое воспоминание об их отношениях, и после того, как этот момент запечатлелся в их памяти, они решают поделиться им с группой. Дело не в том, что они скрывают свои отношения, напротив, есть моменты, которые дают понять, что они вместе, что они пара, и что они глубоко заботятся друг о друге. Однако они также глубоко ценят своих друзей, им нравится возвращаться в места, которые стали частью их истории, существует баланс между близостью и единением. У Тэхёна и Чингука очень личный способ управлять своими отношениями, они не переусердствуют, но и не скрывают этого. Вместо этого они позволяют этому течь в маленьких жестах, в таких решениях, как это, выйти сначала, только они вдвоем, наслаждаясь моментом, затем вернуться в то же место с остальной группой. Это не просто поесть вне дома или пойти на прогулку, это создание общего опыта, сохранение его в памяти, и затем сделать его частью общего воспоминания с другими. Недавние посты Тэхёна еще раз подтверждают это. В одном из своих постов он показывает себя в том же ресторане, который, судя по дате и некоторым свидетельствам, он и Чингук посетили вместе. Позже мы видим там всю группу, то, как они появляются сначала только вдвоем, а затем все остальные, подкрепляет идею о том, что их отношения стабильны и близки, и у них есть свой собственный ритм, который уважают остальные. Многие чингуки отказываются принять то, что, хотя его любимчик годами демонстрировал особую близость к Чингуку благодаря фан-сервису и корпоративной работе, он слишком хорошо знает, что на самом деле существует между Тэхёном и Чингуком. Каждый раз, когда мы видим их вместе, есть явная связь. Это было то, как они смотрели друг другу прямо в глаза, как будто все вокруг них исчезло на мгновение, даже когда Чимин был рядом, Чингук не отрывал глаз от Тэхёна. Это постоянное внимание не казалось фальшивым или мимолетным, это было знаком чего-то более сильного, чего-то, что основывалось не на том, что фанаты ожидали увидеть, а на том, что они действительно чувствовали. Совсем недавний пример – фотография Чингука, Тэхёна и Чимина, где они втроем едят один кусок хлеба. То, что для многих кажется просто случайным снимком, для тех, кто внимательно следит за их отношениями, раскрывает еще одну важную деталь. Рука Чингука кажется так близко к руке Тэхёна, ближе, чем должна быть, как будто этот простой жест представляет их самих. Мы также ясно видели это в шоу «Are You Sure?». Некоторые думали, что это будет возможностью для Чингука и Чимина продемонстрировать более глубокую связь, но произошло иначе. Куда бы они ни пошли, в чем бы они ни занимались, Чингук выбирал Тэхёна. Для многих это стало неожиданным ударом, потому что долгое время культивировалась другая история. Оглядываясь назад, можно сказать, что так было годами. Чингук всегда был рядом с Тэхёном, независимо от ситуации или места. И именно поэтому Тэхён и Чингук не раз подвергались критике. Некоторым было неприятно видеть, как Чингук не реагирует на традиционный фан-сервис, больше не пытаясь выставить себя кем-то другим. Теперь он кажется гораздо свободнее, он больше не ведет себя по правилам, навязанным другими.
Эта свобода отражается в том, как он ведет себя с Тэхёном. Это всегда дарит ему ощущение покоя, расслабленности. Он словно может быть самим собой. Примечательно, что речь идет не только о публичных моментах или совместных фотографиях. Именно последовательность их общих жестов, взглядов, выбора и молчания создает более четкую картину их отношений. То, как Чингук улыбается, когда находится рядом с Тэхёном, как он ищет его, как он следует за ним, не дожидаясь приглашений. Вместо того, чтобы постоянно укреплять отношения, созданные ради удовольствия публики, Чингук решил показывать себя таким, какой он есть, не скрывая того, что действительно важно для него. Эта перемена стала очевидной, особенно в последние годы. Его движения, ответы на интервью и взаимодействие с другими участниками группы, особенно с Тэхёном, изменились. Больше не чувствуя себя скованным или ведомым тем, что хотят видеть другие, Чингук начал жить более искренне, и эта искренность очевидна, особенно когда он рядом с Тэхёном. И хотя некоторые все еще упорно игнорируют эти факты, правда в том, что их отношения невозможно скрыть. Дело не в том, что они говорят, а в том, что они показывают. Есть история, которую они построили за это время, связь, которая никогда не угаснет, и она остается сильной, несмотря на критику и сплетни. Связь между Тэхёном и Чингуком ощутима, даже если многие предпочитают закрывать на нее глаза. И теперь, как никогда, Чингук не боится показывать свои чувства, возможно, потому что он знает, что в конечном счете именно с Тэхёном он по-настоящему принадлежит. Одна из самых особенных вещей в отношениях Тэхёна и Чингука – это то, как они понимают друг друга без необходимости говорить ни слова. Некоторые считают, что все, что они делают перед камерой, это часть представления, как будто каждый взгляд или жест заранее спланирован, чтобы развлечь публику. Однако, при ближайшем рассмотрении легко понять, что здесь происходит что-то гораздо более глубокое. Их связь не кажется надуманной, она не кажется написанной по сценарию. Естественность их отношений очевидна даже в мельчайших деталях. Не только в том, как они смотрят друг на друга или прикасаются друг к другу, но и в том, как они располагаются рядом друг с другом, как они реагируют, не задумываясь, когда находятся рядом друг с другом. Их связь не возникла в одночасье, и ее нельзя было так хорошо притворяться так долго. То, что существовало между ними, было постоянством. У него была история, у него был вес, была энергия, которая менялась, когда они были вместе, как будто атмосфера становилась мягче, спокойнее. Казалось, когда они были вместе, все вставало на свои места. С годами эти отношения стали более реальными. Чингук, например, так сильно изменился. Он больше не казался ограниченным ожиданиями или беспокоился о том, чтобы соответствовать определенному образу. Он начал показывать себя таким, какой он есть, без фильтров. И эта более подлинная версия его самого проявлялась ярче всего, когда он был с Тэхёном. Как будто это общее пространство давало ему разрешение отпустить, стать свободнее. То, как он смотрел на нее, как он смеялся вместе с ней, как она реагировала на его шутки, это было больше, чем просто интервью или посты в социальных сетях. У них был не просто какой-то отдельный жест, а своего рода общий код. Словно каждое прикосновение, каждый смех, даже каждое молчание были частью эмоциональной рутины, которую они повторяли, не задумываясь. И это не было чем-то случайным, это была привычка, своего рода интимный язык, сформировавшийся со временем и доверием. Многие поклонники, годами следившие за их отношениями, ясно это понимали. Дело было не только в том, что они были вместе, но и в том, как они были вместе, как они искали друг друга, не ища друг друга, и были вместе, не привлекая к себе внимания. Дело было не в том, что они постоянно притворялись или что у всего был смысл. На самом деле, самое интересное заключалось в том, что многие из этих вещей происходили сами собой. Это было естественное поведение, повторяющееся снова и снова. Они стали частью их повседневной жизни, и именно это повторение делало их отношения такими крепкими, такими реальными. Мы не говорили о громких заявлениях или захватывающих моментах. Их особенность заключалась в повседневности. В мелких деталях, которые могут заметить только те, кто хорошо их знает, есть пример, который лучше всего это объясняет. Когда они в группе, у каждого из них есть свое личное пространство, но между ними все равно есть магнетическая сила. Находятся ли они на официальном мероприятии или просто общаются, они всегда каким-то образом связаны. Иногда это просто тонкий жест, например, обмен взглядами во время разговора или легкое прикосновение руки, которое кажется случайным, но повторяется слишком часто. Такие жесты, такие маленькие, но такие постоянные, и есть то, что строит фундамент крепких отношений.
И хотя многие продолжают спорить, является ли то, что у них есть, просто дружбой или чем-то большим, правда в том, что есть четкая закономерность. Чингуку и Тэхену не нужны ярлыки, чтобы выразить свои чувства, их поведение говорит о многом, то, как они заботятся друг о друге, как они поддерживают друг друга, как они понимают друг друга без слов, далеко за пределами того, что кто-либо мог когда-либо вообразить. И это могут почувствовать даже самые скептически настроенные люди, если найдут время. Спокойно понаблюдать. В некоторых интервью или прямых эфирах, когда один из них говорит, другой пристально смотрит на него со смесью восхищения и привязанности, которую трудно скрыть. И не только потому, что они ладили, но и потому, что многие коллеги хорошо ладят. Разница между ними заключалась в интенсивности отношений, в том, как они дополняли друг друга, даже когда расходились во мнениях. Между ними существовала особая динамика, которая ощущалась без слов.